Привет! Когда мы слышим название Meizu, хочется верить, что нас ждет что-то интересное. Качественный материал, продуманный дизайн и фирменная оболочка Flyme. Но сегодняшний герой Meizu M-Blue 22 – это совсем другая история. Да, он внешне слегка напоминает какие-то модельки от компании Meizu. И даже оболочка вроде как Flyme. Но внутри максимально бюджетная начинка, которая больше отдаляет его от классических Meizu, чем приближает. Давайте разбираться, что он из себя представляет. Данный смартфон получил 6,79 дюймов экран с частотой 90 Гц. Процессор, к сожалению, аж 2018 года изготовления Unisoc SC9863A, хотя и 8 ядер, но слабенький, 1600 МГц. Оперативной памяти у меня моделька с 3 гигабайтами, есть еще версия с 4 гигабайтами. Расширяется за счет встроенной до 6 здесь и до 8 в другой модельке модификации. Памяти 64, есть еще в модификации 4 гигабайта оперативки, версия встроенной на 128. Задний модуль на 13 мегапикселей, передний на 5, батарея на 5000. Назвать быстрой зарядкой не могу, поддерживает 10 Вт. Сканер отпечатка пальцев сбоку с красивым цветом этой кнопки. И есть разъем под наушники. Это если кратко. Обычная цена на эту модельку $62. Но на сайте сейчас доступна скидка $56 за версию 364, а версия 428 стоит $65. И так как сейчас стартует летняя распродажа с 1 числа, то можно приобрести многие товары с купонами по скидке. Есть эти купоны в описании под видео. Теперь давайте знакомиться с комплектацией. В комплекте здесь находился смартфон, здесь находится пленка, на самом экране она не наклеена, стекла нет. Вот кодовое название этой модели M511H. Также в комплекте идет силиконовый чехол, который самый, что ни на есть, простой, прозрачный, не совсем плотный и толстенький. Модуль камеры слегка защищен вот этим выступом над вырезом самого силиконового чехла. Чехол оделся легко, вот так вот он выглядит. В моем случае это черный цвет. Я бы даже сказал, что красиво, неплохо смотрится. Если хотите какие-то дополнительные другие чехлы, я оставлю ссылку в описании под видео, посмотрите. Кстати, будет одна ссылка на все товары. Также в комплекте идет скрепка для извлечения лотка сим-карт, кабель USB на USB Type-C и 10-ваттный блок питания, который больше чем 5 вольт 2 ампера не способен выдать. Да и сам смартфон не способен взять больше. 10 ватт это все, что он может. Я подключил данный блок питания к тестеру, и он определил, что никакие протоколы он не поддерживает. Только обычный способ зарядки DCP. Никаких быстрых протоколов, как вы видите, красным цветом типа Power Delivery или Quick Charge здесь нет. Теперь давайте посмотрим на внешний вид. Задняя крышка у смартфона пластиковая, матовая, с рельефной ребристой текстурой, ощущается приятно в руке. Модуль камеры оформлен под стекло, но на деле это пластик. И если вы смотрели распаковку, то заметили, как я легко оставил царапину вот здесь. Видите? Вот это уже никуда не денется. Рамка здесь все-таки металл, друзья. Те, кто смотрел распаковку, были со мной не согласны. На официальном сайте есть информация, что конструкция с защитой из титанового сплава. Но проведя много исследований и тестов, включая вот такие вот увечья сбоку на корпусе, я убедился, что это действительно сплав металла. И под микроскопом тоже это очень хорошо видно. Спору нет. Рама здесь из металла. Кстати, на обзоре скоро будет микроскоп. Ссылка на него тоже есть в описании под видео. У смартфона, как вы видите, плавно закругленные края, благодаря чему он удобно лежит в руке, а вес устройства составляет 204 грамма. В нижней части смартфона располагается один динамик с 5 отверстиями. Интересно, что компания на официальном сайте заявила, что здесь стереодинамик. Где он? Он здесь не стерео. Хотя, касательно звука, обратите внимание на вот эту вот информацию. Здесь указано 300% экстра звук на Dynamic Speakers. Но динамик-то здесь действительно второй есть. Он отвечает только за передачу голоса, а вот этот за передачу звука. И 300, он, знаете что, посмотрите, когда, например, я добавляю громкости, была минималочка, а теперь посмотрите, добавляю максимум, появляется 300. То есть звук сейчас на сколько?
На 300%! Вы представляете, у вас на сколько процентов звук поднимается? У вас на 100, а тут на 300. Вот так вот. Да, все так как-то как-то оно не так выглядит. Продолжаем смотреть, что еще здесь есть. Обратите внимание, что рядом с динамиком и помимо гнезда для зарядки здесь есть микрофон, он здесь один. Здесь внизу, вот если смотреть вниз, здесь располагается лоток для сим-карт. Извлекаем его и ставлю сим-карту. Я ее уже ставил, извлек. Так, что-то вверх ногами. Кстати, обратите внимание, все приложения могут вращаться вверх ногами полностью. Вот камера здесь, я сейчас повернул, он перевернулся. Перевернул. Ну, по крайней мере, YouTube и Chrome у меня точно так работал. Это даже, я бы сказал, не совсем удобно. Но фишка, видимо, от Flyme. Есть еще некоторые какие-то особенности, покажу вам, которые я смог найти. Открываем лоток с сим-картами. Он здесь всего-навсего вот такого вот формата. Но он поддерживает либо 2 нано-сим-карты, либо карта памяти и нано-сим-карта. Вот такая вот ситуация. Никакой силиконовой прокладки здесь нет, поэтому влагозащита здесь хотя бы хоть какая-то от пыли и влаги отсутствует. На левом торце от экрана ничего нет. На правом торце располагается красивая кнопка сканер отпечатка пальцев того же цвета, что и корпус. На черном вообще классно смотрится. Это кнопка механическая со встроенным сканером отпечатка пальцев. Ну, тоже не совсем быстрый, но работает. Дальше протестирую. И здесь качелька громкости. Без люфта. Корпус вообще собран хорошо. Никакого люфта, скрипа, похрустывания, ничего нет. В верхней части располагается гнездо для наушников 3,5. Отлично, можно подключать и слушать музыку для любителей проводных подключений. У данного смартфона большой дисплей на 6,79 дюймов. В принципе, как и у других брендов и у других конкурентов. Он выполнен по технологии LCD, разрешение HD+, то есть примерно 720. Не примерно, а точно 720. Но за счет крупной диагонали это особенно заметно, что у него не хватает пикселей. Если вы раньше пользовались, например, с хорошим разрешением 1080 и выше, то сейчас, посмотрев на этот дисплей, вы скажете, что это такое. Правда, зато частота обновления у данного дисплея до 90 Гц. И это действительно чувствуется при прокрутке. Интерфейс выглядит плавнее, чем в обычных 60 герцовых экранах. Запас яркости средний, под прямыми солнечными лучами. Читать уже тяжеловато, но в помещении и в тени вполне комфортно. Прямо на сайте производителя Meizu к характеристикам этой модели указано, что у данного смартфона экран 400 нит. Но с помощью люксометра я буду тестировать. Яркость максимальная. Отключено сейчас автоматическая яркость. Вот мой слегка приглушенный, ну не слегка, а даже конкретно Poco X7. Где-то на 60% яркость установлена. И свет я отключил, только яркость от дисплея. Вот так вот выглядит этот прибор. Я его кладу на поверхность вплотную, прижимаю. И он выдает нам максималки 323 люкса. То есть о чем это говорит? Что завышены его способности. Вот в этом месте 346. Лучше, чем 320, но не 400. А сейчас покажу вам, как работает мой дисплей. Отключаю режим чтения. Давайте. Посмотрите, сколько на Poco X7. 746. Возвращаю на этот. 329. Еще раз. 748. Отлично. Вот это класс. А здесь не дотянул. Вот так выглядит этот приборчик. Закрыл и до следующих тестов. Цветопередача здесь нейтральная, без перенасыщения. И если вы привыкли к AMOLED экранам, здесь все скромнее, гораздо скромнее. Но для своего класса вполне естественно, вполне нормально. Углы обзора типичные для бюджетного IPS, без сильных искажений, но и без вау-эффектов. В принципе, даже данный процессор не поддерживает воспроизведение в YouTube 4К, только 1080, 30 FPS будет стабильно, выше уже это будет уже все плыть. Меня спрашивали, есть ли в этой модели радио, то сразу хочу сказать, что FM радио здесь нет. И я думаю, что вас это особо не удивляет. Хотя в простых бюджетниках оно там и есть, а здесь нет. Я думаю, что это связано и с процессором тоже. Процессор здесь еще, 18 года. То есть на сегодняшний день получается 7 лет. 7 лет с момента появления процессора, который установлен в смартфон, практически
в начале года, ведь анонсировали в марте месяце компания Meizu. Стоит коробка с запчастями в 2018 году, и компания прекратила особо развитие свое, компания Meizu, и думаю, давайте соберем какой-то смартфон. Я понимаю, что я отступаю от обзора, но мои эмоции переполняются внутри меня. Потому что, вот знаете, так, слушай, а что будем делать с этими запчастями? А давай смартфон соберем. Давай поставим туда 90 Гц экран, бюджетный, 720. И попробуем сделать из этого что-то эгегей. Батарея, кстати, здесь неплохая, дальше я тоже расскажу. А вот собрали, и вот у нас гигант, да. Так, не будем о больном и наболевшем, давайте будем смотреть его меню. Давайте будем смотреть меню и настройки. Перейдя в настройки, нас приветствует вот такой вот, на первый взгляд, чистый Android, но нет. Если нажать внизу о телефоне, то у нас выдается следующая информация, что версия системы Flyme Lite, то есть как бы такая обрезанная, что ли, 1.0.1.0G. То есть самая, что ни на есть, простая. Что от Flyme тут осталось? Да, собственно, немного. Например, если сбоку вот так вот пальцем провести, то сразу появляется менюшка по поиску приложений. Меню здесь как такового в этой оболочке нет. Вот с какой стороны, хоть с левой, хоть с правой, здесь просто вот так ставите, вводите, и сразу же высвечивается. Ну, вот было бы у вас 100 приложений, и вам надо, например, Google, вот на G, и сразу выдает нужные программы. Удобно, да, удобно. Шторка здесь отличается от обычных. Вот так вот она выглядит. Неплохо, все компактненько, крупно, внутри надписи, внутри ярлычки, отличается по своему внешнему виду. А вот, знаете, в Flyme Lite нельзя было сделать разделение экрана. Да, ребята, его здесь нет. Вот я не нашел, сколько я не искал. Вот по привычному запуску диспетчера, любо что запускаем, нажимаем на значок, а здесь ничего нет. Нету как разделить дисплей. Смахнуть можно, а разделить такой возможности вообще нет. И в меню нету. Нету и все. То есть разделение экрана здесь не поддерживается. И, кстати, еще часто спрашивают, можно ли сделать еще одного пользователя. Да, можно. В разделе «Система» вы зашли как Сергей Грачев. Заходим, и здесь уже можно добавить других пользователей, разрешить несколько использовать. Ну, в этом плюс. Все построено на 15-м андроиде. Обновления у меня не прилетали. Все окей, не знаю, будут ли, затрудняюсь сказать. Говорю как есть. Но выглядит ярко и красиво. То есть это такая себе Flyme iOS с интеллектуальным режимом, поэтому и цвет вот соответствующий. Теперь понятно. Возможно, хотят в эту кнопку еще добавить, может быть, какого-то своего ассистента, но не знаю. Изначально никакого мусора здесь установлено из упаковки не было. Вы сами это видели в распаковке. Полностью все чистое. Диктофон, калькулятор, галерея, файлы, сервисы все Google, что очень важно для использования Android, так как есть Play Market, а не какой-то обходной способ или танцы с бубном. А здесь все окей. Касательно его характеристик в отношении приема связи или Wi-Fi или Bluetooth, то все тоже скромное. Например, Wi-Fi здесь 2,4 Гц, 5 Гц не поддерживается. Версия Bluetooth 4.2. NFC, конечно же, здесь нет. В отношении мобильной связи, то прием здесь уверенный, ловит отлично и поддерживает все 4G современные стандарты, необходимые для связи. Вот, например, сейчас показывает LTE. Есть модели, у которых отображается 4G+, а здесь LTE. Отображение здесь достаточно, крупное, если посмотреть по шторке в отношении самого процента заряда, а вот остальное все, как и в обычных смартфонах. По навигации он поддерживает все типы спутников: GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Но нет цифрового компаса. Порт USB Type-C поддерживает не только зарядку, но и подключение OTG каких-то устройств, мышки, флешки, чтобы можно было использовать его как какой-то дополнительный аксессуар. Совершив телефонный звонок, можно убедиться, что здесь есть запись разговоров, причем без уведомления о записи. Она здесь своя встроенная. Добрый вечер. Vodafone Украина. Нажимаю громкую связь і нажимаю запись визова. Закінчився. І за вашим номером діють денні тарифи з обов'язковими щоденними платежами. Стоп.
где сохранено Music Voice Call. Нажимаем стоп, и эту запись я вставил, вы слышали ее, когда я сверху во время монтажа добавил ее. Теперь давайте проверим запись диктофона. 1, 2, 3, 4, 5. Вы слышите запись моего шепота. А теперь запись обычную, как и я вел до этого обзор. Проверка микрофона у смартфона Meizu M-Blue 22. M-Blue. В общем, проверка теста. Останавливаем запись. Теперь протестируем звук. Добавляю звук на максимум, и обратите внимание, как только шкала добавилась, ничего не появилось. Еще раз нажимаю 200 и еще раз нажимаю 300. То есть, как бы до 300 от 100 увеличение идет. Но мы послушаем, на что оно отражается и не является ли искажением. И вместе с вами сможем сейчас протестировать звучание. 300, 200, 100. Стандартная громкость 200, 300. Ну, не знаю, зачем они это сделали. Не хватает баса, средние и много высоких. Динамик здесь точно один. Без сомнений. Думаю, этих тестов достаточно. Покажу вам еще некоторые фишки, которые есть в этом смартфоне. Не знаю, их вряд ли можно отнести к оболочке Flyme. Они есть и у других моделей. Например, функция активация при поднятии в разделе «Система жесты». Здесь есть поднять телефон, чтобы проверить. Когда вы берете смартфон в руки, посмотрел он на вас, а вы на него, и он вас увидел, и хоть и не быстро, но разблокировался. Еще раз. Разблокировался. Есть также скриншот 3 пальцами. Но раз мы уже были возле разблокировки лица, то давайте и сканер отпечатка проверим. Прикасаюсь, разблокировался. Быстрее срабатывает, чем разблокировка по лицу. Причем, ну так, существенно быстрее. Вот, в принципе, протестировали. Также имеется темная тема. Есть защита глаз. Желтизна добавляется. Есть ночной режим. В этом режиме по-другому немного отображается информация. Например, вот сейчас на черном темном фоне черные буквы. Нажав этот режим, стало все отображаться белым, что значительно лучше. Это у нас активировалась темная тема, по сути. И есть коррекция цветов. Вот она. Тоже более как-то по-другому отображается, если вам на камеру видно. И есть еще дополнительное понижение минимальной яркости. Если на минимум, ну еще что-то там видно, то активировав этот режим, еще яркость падает. Видите? Но ночью это действительно комфортно. Фонарик достаточно яркий. Он же работает как уведомление о каких-то сообщениях. Так как здесь нет индикатора уведомлений никакого, то его можно включить в разделе уведомления. Переходим сюда, выбираем внизу уведомления с подсветкой, и здесь можно включить вспышка или даже желтый экран. Для кого-то это удобно. Вот так вот. Приходит так вот сообщение, и оно мигает. Плюс, если включен звуковой режим, еще идет оповещение. Поступил звонок, тоже мигает. В общем, здесь вы все можете еще вот так вот настроить. Кому как удобно. В других моделях я такого не замечал. В этой модели Meizu M-Blue 22 я заметил, что в настройках в разделе батарея, обратите внимание, что показано, что сейчас 77% заряда. Аккумулятор прям очень хорошо держит и не тухнет на глазах. И насколько еще, друзья, хватит, учитывая, как я его сейчас использую? 2 дня и 11 часов. Он сам просчитывает алгоритм. И здесь есть оптимизация в режиме ожидания. Здесь есть автозакрытие приложений при блокировке экрана, управление автозапуском, энергозатратное приложение, диспетчер приложений, состояние батареи. Сколько я заряжал?
2 раза. Все верно. И за эти 2 раза у меня тесты следующие. Первый раз он зарядился даже больше, чем 5000, 5007, а второй заряд от 0 до 100% был немножко меньше. Эти данные вы видите на дисплее. Это вполне нормальные показатели, поэтому все супер. Как видно, этот режим здесь очень хороший. В настройках разные режимы, и он оптимизирован. Процессор здесь не мощный и не прожорливый, поэтому огромный плюс. Оболочка оптимизирована на то, чтобы долго работал данный аппарат. А если еще и включить режим энергосбережения, прям такие, знаете, режим энергосбережения конкретный, то тогда у вас, все верно, будет экономиться ваш заряд еще на несколько дней. А видео в YouTube он воспроизводил непрерывно 8 часов 55 минут. Заряжен он был полностью до 100%. Яркость и громкость были на 80%. Без 5 минут 9 часов. Это отличные показатели. В настройках экрана в отношении яркости здесь есть адаптация по автояркости. Закрываем, он становится менее яркий. Вот, убавил. Когда открываю, видит свет, то добавляет. Причем так иногда не плавно, а как будто, знаете, вот в темной комнате резко включается свет. Поэтому это такой себе, видно, тоже дешевый бюджетный вариант. Вот резко прям, видите? Открыл, снова бах и как включился. Но благо, что не на все 100%, а примерно плюс-минус где-то на 60%. Давайте еще проверим, так как у нас, либо детям, либо пожилым людям в подарок, чтобы осваивали после кнопочного, другими не купишь, то вот какой размер шрифта. Посмотрите, сейчас он стоит на 2 отметке. Давайте его сделаем на максималочке, и он реально стал огромный. Очень большой, посмотрите какой. А значит, он отлично подойдет. Все верно, вы это сами сказали, не я. Так, можно еще добавить полужирный шрифт. Видите, вот вы наверняка замечали, что он буквально подтупливает. И это было видно даже, например, во время просмотра YouTube. Я переворачивал картинку горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально, и он реально тупит. То есть вам надо ждать, когда он выполнит свою задачу. И более старшему поколению, может быть, будет все ок. Скажем так, он идет в ногу с ними, а они с ним. А вот когда вы привыкли, чтобы нажал, сделал, прям один в один, то тут все будет лишь раздражать вас, и вы будете очень-очень нервничать. Именно в этом режиме раздела экрана и настраивается частота обновления экрана. Стоит авто, для экономии это то, что нужно, но если хотите добиваться плавности, то можно там и поменять. Тут же есть и цветовой режим по температуре, повышенная контрастность и обычная, и немного ниже есть настройка по передаче цвета, стандартный, теплый и холодный. Экран здесь нормальный, без осветов, все хорошо, никаких снизу выдавливаний от платы здесь я не обнаружил. То есть сборка хорошая, но из, скажем так, бюджетных каких-то материалов. Так, давайте проверим игру. По поводу игры. Я не мог скачать игру Asphalt 9 и проверить хотя бы на минимальных настройках, потому что в Play Market мне пишет следующее. Ищите приложение Asphalt Legend, оно недоступно для вашего устройства. Вот так. Можно только установить 8-й асфальт. Довольно странно, почему же это нельзя установить эту игру с такими высокими параметрами? Ну да ладно. Я поставил на лучшее качество и посмотрим, как он будет справляться с максимальной графикой. Что от него я хочу? Чтобы вы видели, что вам ожидать, если где-то вы столкнетесь с этим или с другими аппаратами. Вот посмотрите, как работает тоже по загрузке. Начать гонку. Игра, я скажу, что это тоже достаточно емкая. Для данного смартфона это не семечки. Я бы даже сказал, что это не орехи. Это уголь. В том смысле, чтобы грызть. Это уже просто для нее очень сложно. Она для каких-то там шариков, бильярд, может быть змейка, вот для такого. Но тестируем на максималках, что можно максимально установить из каких-то достойных игр без насилия. Итак, смотрим. Грузится. Пересеките финишную черту первым. Поехали. Я, кстати, если бы не этот телефон, давно бы, еще бы долго бы не играл в эту игру. Так, я хочу сделать яркость. Во.
В свое время много играл в эту игру. Ну, неплохо, я бы даже сказал. Даже где-то тени, где-то аж какие-то прорисовочки, так тень, искры. Неплохо. Вы знаете, я даже под впечатлением. Я не видел я подвисаний. Понятно, что на таком дисплее я не увижу качества, но все, что он смог, он показал на максимуме. Сейчас я попробую, не нагрелся ли он сильно. Нет, в области здесь платы он не нагрелся сильно. Ну и теперь давайте еще посмотрим модуль камеры, что у нас может камера и как она вообще отображается. Во-первых, широкоугольника здесь нет. Вспомогательный здесь модуль отвечает за портреты. Можно настраивать диафрагму, ручной режим и авто. Вот здесь можно закрыть, открыть и так далее. То есть действительно он работает. Есть режим панорама. В режиме фото в настройках отображается информация, что сейчас 13 мегапикселей на 4:3. В настройках имеется съемка прикосновением, интеллектуальное распознавание сцен. И есть еще обнаружение черт лица и фотоснимок при улыбке. То есть такие вот функции. Если перейти в настройки видео, то видео снимается 1080 30 fps. Больше он не может. И в настройках можно выбрать путь сохранения, внутренняя память, либо флешка, если она установлена. И есть еще аудиофото. Это когда мы нажимаем и в этот момент что-то говорили, оно записывает и потом делает фото. И вот оно сейчас начинает и фото делать, и комментировать к нему какую-то информацию. После этого я остановил. Когда мы зайдем в галерею, я нажимаю типа воспроизвести, как будто это видео. И вот оно сейчас начинает и фото делать, и комментировать к нему какую-то информацию. Я не знаю, для чего это придумали, но делюсь с вами. Есть отдельно QR-код, не надо куда-то заходить в приложении, или как у Xiaomi распознает, или у других смартфонов. Но вот отдельно есть. В разделе еще имеется интервал и ночь. Интервал переключается на передний модуль камеры почему-то и записывает уже то, что происходит именно на переднем модуле камеры. Нажимаем 1, 2, 3. Это имеется в виду селфи. То есть он делает снимки. Причем очень много с интервалом покадрово и почему-то только на передний модуль. Поэтому вот он понаделывал 4 фото, и вы выбираете, какой из них лучше. Наверное, нажимаю все. И теперь смотрим. Он сохранил 1, 2, 3, 4. То есть этот режим интервала называется интервал, но вроде бы как делает с интервалом, но функция у него довольно интересная. Вот, в принципе, с камерой мы тоже разобрались. Тестовые фото будут в окончании обзора. Тайм-коды вы знаете, как искать быстро нужную информацию. Теперь осталось посмотреть тест Antutu. Запускаем его. Он меня, в принципе, да и не должен был расстроить, но все равно расстроил. Процессор-то какого года? Правильно. Вот больше 134 он не смог выжать. 134 тысячи баллов. Нажимаем «Мое устройство», проверим некоторые характеристики. Meizu MBlue 22, плата, Android 15. Какой тип процессора? Разрешение экрана, вы видите, 720 на 1640. Задняя камера соответствует. Тип памяти, не смогло определить. Тип памяти здесь LPDDR4X. Давайте проведем тест мультитача. Сделаем тест. 10, без проблем. И вот что я заметил, сенсор не тупит и не глючит. Это плюс. Камеры соответствуют заявленным характеристикам. Нету ни оптической, никакой другой стабилизации. И цифровой тоже нет. Передний модуль камеры на 5 мегапикселей. И что интересно, на сайте производителя тоже нет информации, какие здесь установлены модули, лишь указаны параметры. Из датчиков здесь немного. Акселерометр, датчик освещенности, датчик ориентации, датчик приближения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения движения и некалиброванный датчик акселерометра. Все необходимое, скажем так, даже активация при поднятии в таком бюджетничке осталась. Ну а вот так вот производится запись с экрана в встроенных функциях данного телефона.
Я активировал функцию для разработчиков и хотел бы вам показать интересные пункты. Например, в самом низу есть рукописный ввод стилусом, активируя который можно, когда вы переходите к тестовому редактору, можно вводить стилус, то есть будет он понимать, что вы подключили стилус. Еще некоторые функции я искал здесь, может быть здесь есть включить разделение экрана, но не обнаружил. И в отношении частоты обновления экрана можно здесь включить, чтобы отображалось. И есть еще одна интересная деталь. Высокая частота кадров в играх. Не ограничивать максимальную частоту кадров в играх на уровне 60 Гц. Что ж, смартфон мы посмотрели, протестировали, и можно честно сказать, Meizu, конечно, вернулись. Но, похоже, не туда. Вместо легендарной серии с качеством, как у шестнашки или Fly магии, мы получили максимально бюджетный смартфон с процессором из 2018 года и дизайном, который, да, стильный, но только снаружи. Да, кто-то в комментариях пошутил, что это бабушкафон, кто-то ждал 22-го флагмана, а кто-то написал, что до MT6580 уже рукой подать, и знаете, сложно не согласиться. Все, что у Meizu тут осталось, это логотип и оболочка, да и та в усеченном виде. А вот цена, ну, скажем так, очень-очень странная. С таким процессором в 2025 году это, как говорится, надо сильно любить бренд. Лично я разочарован, потому что будь здесь хотя бы нормальный процессор, уже можно было бы простить остальное. Но в сравнении с конкурентами Poco, Realme, да даже те же Tecno, это слабый кандидат. Ну а вы, как всегда, решайте сами. Мое дело показать, ваше выбирать. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих обзорах. Теперь тестовое фото и видео. Первое тестовое видео на передний модуль камеры. Будто бы какая-то, ну мне кажется, или я ошибаюсь, но мыльная картинка какая-то. Соответственно, никакой стабилизации нет. Пытаюсь смотреться, но как по мне, будто бы слегка мылит. Но потом на компьютере посмотрю. Качество звука вы тоже слышите. Это передний модуль 1080 30 FPS съемка. А это задний модуль. Детвора играется, фокус подстраивается. Так, вот если раз время медленно, но подстраивается. Время 14:22, вот он опять настраивается, опять. Так. Цвета достаточно яркие, как и в реальности, но камера, скажем так, остается ее больше и лучше изучить. Это тесты на задний модуль 1080 30 FPS. Ну и пойдем теперь в помещение, поснимаем, посмотрим, как работает камера в обычном помещении. Например, в супермаркете. Вот такой вот с фокусом видео. Передний модуль действий тоже. Тут показываю не еду, а просто разноцветность картинки и как быстро с фокусом справляется. Нужно время, чтобы подстроиться. Вот так вот. Ночная съемка. Гуляю, уже очень поздно. Вышел прогуляться. Светочувствительность очень плохая. Снимает относительно, ну, скажем так, хотелось бы лучше. Фокус тоже ночью очень выделывается. Ну, более-менее. О, малыш за мной пошел. Котик. То есть в реальности этот отрезок еще очень яркий. Тут все очень все блекло. Вот освещение от светильника. Я тут прям с какими-то красными пятнами на телефоне выгляжу. Сзади меня автомобиль. Ну, передний модуль ночью. Пару тестовых фото.
Смотришь, значит, тебе все интересно. Твой лайк сейчас был бы уместен. Подпишись, нажми на кнопку драйв. Со мной в мир техники врываюсь.